Так что давай приступим к доработке грубой свободной топологии. Чтобы помочь отличить антропологию от скульптуры, ты также можешь добавить к объекту материал другого цвета. Чтобы привести краткий пример того, что мы в основном собираемся делать в этом видео, мы можем начать с внутренних островков. Причина, по которой мы до сих пор не смоделировали их, заключается в том, что они, скорее всего, изначально не были вылеплены. И при использовании модификатора термоусадочной пленки может быть сложно смоделировать эти области, которые не должны быть упакованы в термоусадочную пленку для оригинальной скульптуры. Убедитесь, что модификатор термоусадочной пленки пока отключен. И выдели граничную петлю на веках и выдави внутрь в глазницу. Уменьши его немного и убедись, что островки относительно толстые, потому что они в реальной жизни с рентгеновской штриховкой. Ты можешь яснее видеть, что ты делаешь в следующий раз. Еще один круг внутрь увеличь этот. И повтори в другой раз. Теперь у нас есть несколько красивых петель, чтобы завершить островки для рта. Начни также, но уменьши масштаб новой петли вдоль Z. Ось, сначала сделай эту область более плотной. Затем выдави его еще дальше внутрь и увеличь масштаб вдоль оси Z. Каждый раз ты также можешь снова избавиться от другой стороны. Удалив его и заменив модификатором Mirror, чтобы было еще понятнее, что мы делаем. Мы можем скрыть остальную часть лица, чтобы сосредоточиться на внутреннем рте. Посмотри на губы и щеки и сравни это с внутренним ртом. Губы и щеки имеют толщину, и внутренний рот представляет эту толщину. Тогда ты можешь быстро выдавить остальную часть внутреннего рта и проложить туннель в горле. Выбери все и пересчитай нормали, чтобы лучше видеть лицо. Тогда выбери все, кроме последних петель, которые соединяются с губами. И используй гладкий инструмент, чтобы разгладить всю внутреннюю область рта. Просто убедись, что центральная петля обрезается на другую сторону с помощью модификатора Mirror. Если вы используете Left Click Select, вы можете вернуться к инструменту выделения с помощью W, также убедитесь, что снова пересчитали нормали для всей сетки. Теперь снова включите модификатор термоусадочной пленки, и вы увидите проблему. Внутренняя геометрия возвращается к внешней скульптуре. Мы можем предотвратить это с помощью групп вершин. Выберите всю геометрию, которую вы не хотите упаковывать в термоусадочную пленку. Создайте группу вершин, которую я просто назову No Shrink Wrap, и назначьте ей ваш выбор. А теперь в модификаторе Shrink Wrap вы можете указать группу вершин, которая будет использоваться, и использовать кнопку со стрелкой, чтобы инвертировать эффект так, чтобы он использовал всю геометрию, которая не является частью группы вершин. И с этим все должно быть исправлено. Теперь, когда перестройка закончена, мы можем вернуть все скульптурные детали и цвета вершин. Просто добавь модификатор с несколькими разрешениями и раздели его примерно 2-3 раза. И убедись, что модификатор термоусадочной пленки находится под мультиостатком, что означает, что он будет использоваться впоследствии. Это позволит обернуть все детали оригинальной скульптуры в более высокие подразделения модификатора с несколькими разрешениями. В моем случае все еще есть некоторые проблемы вокруг рта, но очень важно, чтобы мы не упаковывали в термоусадочную пленку какие-либо ненужные детали вокруг рта и проушин, так как эти области будут сильно деформированы во время тестирования экспрессии. Наличие нескольких опор, не мешающих этим областям, даст нам больше контроля над тем, как они выглядят и деформируются. Чтобы убедиться, что островки и области рта выглядят так, как мы хотим, чтобы добавить обычный модификатор поверхности разделения и проверить, правильно ли они выглядят. Если нет, ты можешь добавить еще несколько петель, чтобы они получились, как в этом примере с губами дождя. Это могло бы быть немного острее.
Ты также можешь переключаться между двумя модификаторами, чтобы посмотреть, выглядят ли они одинаково в этих областях. Также убедись, что модификатор термоусадочной пленки скопирован и применен еще раз к базовому разрешению Rich Apology. И только сейчас я понимаю, что у меня все время был блендер на Playback. Так что если бы ты смотрел это все время и закатывал глаза. Почему я включил это на воспроизведение? Да. Нет, ты знаешь, почему способ предотвратить повреждение рта и век в деталях автомобилиста такой же, как и раньше. Исключить эти области из модификатора термоусадочной пленки с помощью группы вершин. Я просто назову это без подробностей, назначу все. Выбери содержимое группы вершин без термоусадочной упаковки и удали их из группы вершин без деталей. За исключением того, что мы выращиваем нашу селекцию, чтобы также удалить веки и губы. Теперь ты можешь отключить группу вершин в модификаторе термоусадочной пленки и посмотреть результаты, но не забудь перевернуть ее с помощью кнопки со стрелкой. Велика вероятность, что ты увидишь резкий переход между упакованными в термоусадочную пленку и на упакованных в термоусадочную пленку поверхностях. Чтобы предотвратить это, ты можешь перейти в режим рисования по весу. Чтобы смешать переход в группе вершин, лучше сначала отключить остальное. Хотя, чтобы улучшить производительность всего в режиме рисования по весу, выберите инструмент размытия и закрасьте области перехода. Если ты никогда раньше не был в режиме рисования веса, цвета представляют значение выбранной тобой группы вершин. Красный — это единица, а синий — 0, и переход между ними показан чем-то промежуточным, например, зеленым или желтым. Просто убедись, что губы и веки по-прежнему в основном темно-синие. Ты можешь сделать это, взяв обычный инструмент кисть и закрасив его с нулевым весом. Если ты снова включишь модификаторы, ты сможешь увидеть гораздо лучший переход, переключаясь между исходной скульптурой и новым объектом, чтобы убедиться, что он выглядит практически одинаково, а затем ты закончишь с его шагом. Просто не забудь в последний раз нанести термоусадочную пленку. Также позволяет плавно переключаться в контекстном меню правой кнопки мыши для нового объекта для передачи цветов вершин. Мы можем использовать модификатор передачи данных в этом модификаторе, выбрать исходный объект Sculpt и выбрать Face, Corner Data, а затем V-Color. Тогда примени модификатор и все готово. Наверное, тебе стоит немного перекрасить некоторые участки, особенно внутреннюю часть рта, которая раньше отсутствовала, так что рисовать не из чего. В следующем видео мы завернем модель с зубами, деснами и языком.